Владимир Путин говорил с губернатором Ростовской области, которая приняла на себя основной поток вынужденных переселенцев. Сейчас всех людей перевели в зимние стационарные пункты. Многие уже думают о возвращении на Донбасс, но тем же, кого война оставила без крова и без родных, власти региона помогают начать новую жизнь уже в России. Репортаж Дмитрия Петрова. За полгода, что в Новороссии идет гражданская война, ростовчане успели привыкнуть к прифронтовой специфике своего региона. Многим беженцам с Донбасса и Луганщины именно они подарили надежду на мирную жизнь без взрывов и обстрелов. На Ростовскую область легла особая нагрузка в связи с тем, что люди на юго-востоке Украины вынуждены были покинуть свои родные места, перебраться кто временно, кто на постоянное жительство же в Россию. Хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег и людей, всех жителей Ростовской области за очень человеческое, доброе отношение, за поддержку вынужденных переселенцев, беженцев с Украины. Сейчас обстановка как складывается. В Ростовской области находится около 50 тысяч человек, которые обратились к нам с просьбой предоставить им убежище. Из этих 50 тысяч 42 тысячи живут в семьях. Это работа, которая, я бы сказал, почти нам ничего не стоило, потому что люди прежде всего откликнулись на эту беду наших соседей, братьев, сестер. Например, один из местных бизнесменов предоставил беженцам свой огромный в 3 этажа загородный дом. Приехали, не было ничего. Вообще спали на полу. Теперь это самое настоящее общежитие. Появилась мебель в комнатах, игрушек на целый детский сад. В подвале продовольственный склад. Это были просто люди, приносящие что-то, привозящие продукты питания по килограмму картошки или там килограммами, литрами молоко. Анна – юрист по профессии, по призванию волонтер. А для всего этого огромного дома – Аннушка. Она очень добрый человек, как мать была тут. Она от него не отходила, оно текло с него, заживало. Очень добрая женщина, дай Бог здоровья. Родная мама Сережи погибла 2 года назад. С 3-летней сестрой Дианой мальчик на попечении у бабушки. Мина возле дома упала. Тебя ранило? Да. И все начали орать, ложись. А ты не успел? Пока истекающего кровью Сережу бабушка везла в больницу, сестренка в подвале просидела 8 часов. Когда уже пришел в себя, я бросила и назад 12 километров бежала за детем. Но теперь война для них осталась в прошлом. В России они ходят в школу. На 9 тысяч мы устроили в школы. 1350 человек устроили в высшее учебное заведение. 550 детей в детские сады. Ростов нашел работу для 4000 беженцев. Хотя, признается губернатор Голубев, за помощью в трудоустройстве вообще-то обратились более 36 тысяч. Вся надежда на бизнес. Есть примеры, когда предприниматели берут на работу целые семьи. С другой стороны, переселенцы охотно идут работать учителями и врачами в шахтерские поселки, где всегда был дефицит на эти профессии. Впрочем, такие дополнительные обязательства не замедлили поступательного движения Ростовской области. С начала года валовый региональный продукт вырос более чем на 7%, а в сельском хозяйстве на все 25%. Впервые за всю историю Ростовской области мы собрали более 8,5 миллионов тонн. Никогда такого урожая не было. И селяне в целом очень удовлетворены. Еще, если сохранится цена на хлеб, то наши селяне будут еще и финансово неплохо обеспечены. Вот это вот очень важная составляющая всей работы. Обеспечить экономически обоснованные цены. А еще ростовчане активно строят жилье эконом-класса. И все это на фоне постоянно растущих зарплат. Плюс 9% к прошлому году. Губернатор ссылается на выводы экспертов и обещает не сбавлять темп. Дмитрий Петров, Вероника Богма и Антуан Кичиджиян. Вести. Россия готова поставить Украине до 10 миллиардов кубометров газа на осень и зиму.